Якобы с людьми все хорошо, мы про людей все понимаем, а вот искусственный интеллект — это новая большая угроза. Вопрос приватности их собственных данных – это первый приоритет. В любой профессии будут люди, которые ценны за счет их навыков взаимодействия с людьми. В Техе в Москве есть уже бармен-робот. А как мы можем хорошо померить отказоустойчивость человека? Искусственный интеллект предсказывал в целом успешность стартапа. И только треть людей получат примерно такие же результаты, как и месяц назад. И это самый воспроизводимый тест, который у нас есть для людей. Вкладываешь на платформу, и тебе искусственный интеллект говорит: продавай постолько. Привет! Меня зовут Евгения Коновалова, я являюсь генеральным директором компании Science Guide. Я создала проект AI Hub. Мы провели 17 хакатонов и разных конференций по всей России, и даже оказались в Беларуси, собрали 25 тысяч разработчиков и дата-сайентистов в свою команду. А после этого построили целый IT-отдел для американского инвестора в башне Москва-Сити в 2019 году. Мы провели крупнейшую конференцию по искусственному интеллекту в 2018. Привет, меня зовут Иван Ямщиков. Я работаю в Институте Макса Планка исследователем, занимаюсь исследованием искусственного интеллекта, генерацией текстов на естественном языке. Работаю в компании ABI евангелистом искусственного интеллекта, рассказываю про наши технологии, как мы их используем для создания автоматического документооборота, процессинга документов. Кроме того, я с недавних пор директор по стратегии школы Skill Factory, где мы учим людей разным дисциплинам вокруг технологий. Ну и у меня есть собственный подкаст, он называется «Проветримся». В Телеграме канал называется t.me/прогулка. На него можно подписаться, мы там обсуждаем разные технологические темы с гостями и гуляем в процессе обсуждения, поэтому я решил свои видео тоже записать во время прогулки. Короткий ответ – никак. Длинный ответ такой: мы пока что не на той стадии в компании, когда у нас есть большой массив данных, то есть их практически сейчас не очень много. Вот. Но один раз мы провели хакатон для себя, и мы разрабатывали алгоритм, в котором искусственный интеллект мэчил людей в команды на хакатоне, и дальше на основе каких-то данных, собранных о них же в соцсетях, искусственный интеллект предсказывал в целом успешность стартапа, который вырастет из той команды, которая получилась у нас на хакатоне. По поводу жизни могу сказать, что я очень с удовольствием пользуюсь и люблю то, что мне не нужно заморачиваться, выбирать фильм, и Netflix мне сам подсказывает на основе моих предпочтений фильмы. Я люблю разные штуки, которые с помощью анализа изображений могут сказать мне, что это за бренд, там, не знаю, туфель на девушке, которая прошла мимо меня, или что это за, не знаю, кусок фильма, который я вижу на экране где-то на рекламе в торговом центре и так далее. То есть вся эта история, она очень помогает. Ну, моей работе искусственный интеллект помогает просто фактом своего существования уже, потому что моя работа во многом сводится к исследованию алгоритмов искусственного интеллекта, к рассказу о них другим людям доходчивым, понятным, простым образом, к обучению других людей, работе с этими алгоритмами. Поэтому помощь тут просто фактом существования. Какие из перечисленных областей доверия к искусственному интеллекту мне кажется наиболее важными? Ну, я думаю, прозрачность вам вряд ли понадобится, потому что это технология. Вам не обязательно знать, как она работает, чтобы она у вас работала. Честность, вообще не понимаю, о чем здесь речь идет применительно к технологии. Приватность и безопасность, и защищенность от атак, я думаю, что это мои топ-3. Приватность. Я знаю, что для очень многих людей вопрос приватности их собственных данных – это первый приоритет. Безопасность и защищенность от атак. Безопасность. Это, наверное, безопасность, если это какой-нибудь робот на основе искусственного интеллекта, который, не знаю, там, взбесился и начинает громить город. Да, наверное, все мы так это все представляем. Да, окей, я поставлю безопасность на второе место. Я думаю, что, поверьте мне, мы еще очень скоро будем жить в environment, окруженный роботами. А по поводу защищенности от атак, это основная вещь, для которой я бы, наверное, разрабатывала искусственный интеллект вообще глобально в этом мире, на планете Земля. Вопросы доверия искусственному интеллекту меня неизменно удивляют, потому что люди всегда, которые их задают, у них такое серьезное лицо, так как будто бы они знают на них ответы, если взять эти же вопросы и адресовать людям. То есть вот, допустим, у нас есть вопрос отказоустойчивости.
А как мы можем хорошо померить отказоустойчивость человека? Или вот у нас есть вопрос этики, еще лучший вопрос. А как мы можем проверить этичность решений, принимаемых людьми? У нас есть хороший тест, у нас есть хороший рейтинг, который показывает, как люди этично себя ведут, а как нет. Дело в том, что люди, которые говорят про вот такие вопросы отказоустойчивости искусственного интеллекта, очень часто пытаются создать у людей, не погруженных в тему, впечатление, что якобы с людьми все хорошо, мы про людей все понимаем про интеллект, про этику, про отказоустойчивость, про приватность, безопасность, а вот искусственный интеллект — это новая большая угроза. А надо на самом деле понимать, что искусственный интеллект — это, конечно, новая технология, хотя, в общем, не такая уж и новая. Самые старые алгоритмы искусственного интеллекта лет 50 назад уже появились и работали, да? Какой-нибудь СВМ появился, по-моему, еще в 60-е, даже больше, чем 50 лет назад. Но эта технология, она стала такой всеобъемлющей и большой в связи с демократизацией инструментов для анализа данных и демократизацией, собственно, данных, потому что данных стало много, мы смогли на них учить алгоритмы. И, конечно, это дополнительные вызовы, дополнительные вопросы, но чтобы на них ответить, нужно сначала ответить на эти же вопросы, адресованные людям, потому что искусственный интеллект, практически несопоставим с интеллектом человеческим. Есть отдельные, очень узко, четко определенные области, в которых машины справляются с задачами лучше, чем люди. И, как я уже говорил, обычно это какие-нибудь скучные вещи, где у людей начинается дефицит внимания, и поэтому они справляются с задачей хуже, чем алгоритм. Так вот, когда мы говорим, допустим, про человеческий интеллект, у нас есть самый лучший тест вообще из всех имеющихся, как я понимаю, у психологов, это тест на IQ. И важно понимать, что этот тест, кто-то его любит, кто-то не любит, кто-то говорит, что он вообще бессмысленный, но тест на IQ воспроизводится все равно в 30% случаев. То есть, условно говоря, вы возьмете 100 человек, они пройдут тест на IQ, потом пройдет месяц, вы снова их позовете, дадите им другой похожий тест на IQ, и только треть людей получат примерно такие же результаты, как и месяц назад. А 2/3 перескочат из одной когорты в другую. И это самый воспроизводимый тест, который у нас есть для людей. Ребят, если мы не можем обеспечить воспроизводимость для человеческого интеллекта и даже не можем определить, что такое для человеческого интеллекта этичность или отказоустойчивость, глупо ожидать, что мы можем внятно поговорить про это в контексте искусственного интеллекта. Очень забавный списочек мне прислали и спросили, когда искусственный интеллект заменит эти профессии. Скоро или не очень, или никогда. Профессии: пирсер 100% скоро, парикмахер не скоро, татуировщик скоро, фитнес-тренер. Я думаю, что скоро, потому что уже очень много разных приложений, которые на эту тему сделаны. Тренер по фридайвингу, мне кажется, не скоро. Хотя я думаю, что какие-то тренинг-системы будут написаны скоро, но в финале в любом случае эта профессия вряд ли будет заменена скоро, потому что это все-таки такой нативный экспириенс, который люди хотят иметь с тренером. Бармен, я думаю, да. И я, кстати, знаю, на физтехе в Москве есть уже бармен-робот, которому нажимаешь на кнопочку, он тебе делает дринк. Ресторатор — это сложная профессия. Я думаю, что не скоро или, возможно, никогда, потому что все, что касается творческих профессий, есть вариант того, что они будут заменены, но они будут ассистировать людям. Поэтому бармен — да, а вот ресторатор, я думаю, вряд ли эту профессию когда-то кто-то заменит. Владелец магазина рептилий, ребята, владелец магазина рептилий. Эту профессию искусственный интеллект не заменит никогда, поверьте мне. Юрист, музыкант, программист, пессимист. Я думаю, что эти вакансии в целом, они могут быть заменены. Программист. Да, есть искусственный интеллект уже, который пишет код. Есть искусственный интеллект, который рерайтит или рефакторит код. Фронтенд дизайн, фронтенд разработчик. Думаю, не скоро. Я не буду перечислять профессии, потому что, во-первых, в любой профессии будут люди, которые ценны за счет их навыков взаимодействия с людьми, и они никуда не уйдут. Неважно, что вы делаете, готовите или водите такси, спрос на человека, который интересен как человек, останется, потому что людям интересно с людьми. И среди таксистов есть мастера своего дела, которые, когда вы садитесь к ним в машину, разыгрывают что-то вроде, не знаю, какого-то такого такси-спектакля, и эти люди останутся и будут получать только больше, потому что их услуги станут элитными.
А люди, которые делают свою работу как автоматы, не получают ни удовольствия, делая повторяющиеся действия в соответствии с какой-то инструкцией, они будут заменены алгоритмом, потому что алгоритм с их работой справляется лучше, стоит дешевле, качество итогового пользовательского опыта повышает. Соответственно, когда мы говорим про, допустим, человека, который делает, я не знаю, пирсинг или татуировки, если этот человек подходит к своей работе так, что он художник, и то, что получается на выходе, получается круто и уникально, то ему ничего не угрожает. А если человек делает стандартную какую-то тату или стандартный пирсинг, который он делает всем на потоке, то, это можно как-то автоматизировать. Явно, эти профессии не будут автоматизированы в первую очередь. Автоматизироваться будет то, что предполагает рутинное действие, без каких-то явных изменений, то, что называется предсказуемый интеллектуальный труд, предполагающий просто четкие повторы. Автономную машину можно обмануть при помощи наклейки на дорожном знаке. Это наплевательское отношение к пользователю или крайне сложная техническая проблема? Нет, я не думаю, что это сложная проблема, если я правильно поняла вопрос. Вы знаете, что если вы, например, едете с грязными номерами, то камеры все равно вас фоткают и все равно присылают вам штраф. Вот, и какие бы грязные номера у вас не были, как бы они не были залеплены снегом и так далее, все равно есть некий prediction того, какой номер это может быть, и в любом случае эту историю можно решить таким образом, что машина же ехала откуда-то, у камеры, которая складывает данные в базу, абсолютно точно есть исторические данные о том, как этот автомобиль передвигался. Поэтому я не думаю, что это сложная техническая проблема, это точно не наплевательское отношение к пользователям. Возможно, это просто пока что не объединили базы данных, и это нам всем предстоит. Автономную машину можно обмануть при помощи наклейки на дорожном знаке, а человека можно обмануть при помощи 3 чашечек и шарика. Вы спрашиваете меня, это наплевательское отношение к пользователям? То есть это мама с папой наплевательски плохо воспитали человека, который пошел играть в наперстки и проиграл деньги? Или это, в общем, сложная проблема? Я вам отвечу, что как в случае с человеком, так и в случае с машиной, это сложная проблема, и главная сложность этой проблемы в том, что есть люди, позволяющие себе неэтичное поведение. Есть люди, которые позволяют себе организовывать, теракты. И если у нас будут автономные автомобили, будут люди, которые будут пытаться в каких-то своих целях делать с ними что-нибудь плохое. И главная проблема, конечно, в этом, а не в том, что алгоритм, когда сталкивается с какой-то информацией, с которой он ранее не сталкивался, совершает ошибку. Потому что человек, когда сталкивается с какой-то информацией, которую он никогда ранее не видел, тоже часто совершает ошибку. Более того, когда человек сталкивается с чем-то, что он видел, он может 10, 20, 30 раз видеть, как люди играют в наперстки, а потом почему-то что-то затмение какое-то на него находит, и он садится играть на деньги и проигрывает сумму какую-то большую, иногда маленькую. Соответственно, да, есть проблема, связанная с тем, что когда мы используем технические решения в контексте, в котором могут пострадать люди, мы должны постоянно их тестировать, перепроверять и убеждаться, что жизнь человека находится в меньшей опасности, чем когда человек сам по себе управляется автомобилем, к примеру. Да? Мы знаем, что за рулем автомобиля гибнет огромное количество людей, потому что, к примеру, люди не соблюдают правила дорожного движения, а искусственный интеллект их соблюдает. Так вот, надо оценивать риски от внедрения технологии в контексте того, какие риски в принципе человек сам на себя может навлечь. И если риски от технологии ниже, чем те риски, которые человек подвергает себя сам, то значит, эта технология полезна и хороша. Вопрос: зачем вам это нужно? То есть, если вы считаете, что это просто интересная история, для вас это карьерно никак не обосновано, то вы можете выбрать абсолютно любые курсы. В Москве это может быть Сколково, это может быть Нетология, это может быть Курсера, это могут быть курсы на факультете ВМК в МГУ, это может быть курсы в высшей школе экономики, там очень классные курсы, это могут быть курсы Skillbox и так далее и тому подобное. Если вы видите свою карьеру в этой истории и не видите вообще никакого развития для себя, кроме этого, то я бы посоветовала получить серьезное образование. Я знаю, что Skillbox сейчас готовит серьезный курс по подготовке, который будет длиться год. И после этого года вы сможете сразу же получить должность в компании и
как сказать, монетизировать свои знания. Либо вы можете поступить на MBA или на Master Degree в Сколково. Я знаю, там очень хорошие преподаватели, они преподают этот курс на английском языке для международных студентов. И таким образом у вас получится уже и диплом, и практика, и вы точно будете знать, куда дальше вы эти знания пристроите. По поводу deepfakes, мне кажется, можно вот что сказать. У меня был в подкасте Роман Ямпольский, это такой большой специалист по безопасности искусственного интеллекта, и он там говорил про гипотезу о симуляциях, что вот, а что если мы все живем на самом деле в симуляции? Это история, которую первый сформулировал Ник Бёрстром в какой-то момент, тоже такой большой специалист сейчас по безопасности искусственного интеллекта, получил огромный грант, самый большой, по-моему, за всю историю Оксфорда, на создание соответствующей лаборатории в Оксфорде. Так вот, Роман про это говорил именно в контексте просто философской идеи, что если мы все живем в симуляции. Но мне кажется, если посмотреть на deepfakes с этой точки зрения, то все заиграет интересными красками. Ну, смотрите, да, мы можем все реалистичнее и реалистичнее генерировать видео. Мы, более того, начинаем реалистичнее генерировать какой-то виртуальный опыт. У нас есть целые миры, в которых что-то происходит, какие-нибудь там онлайн-игры, к примеру, в которых можно себя вести этично или неэтично. Более того, эта этика этих самых онлайн-игр, она вырабатывается игроками. В процессе игры люди приходят к выводу, что ну вот это как-то плохо, а вот это как-то хорошо. И в целом это поведение, оно абсолютно типично для человека. Как только человечество выходит на какую-то новую границу, то сначала там возникает такой дикий запад. Все делают все, что могут и не могут. Постепенно, причем не централизованно, а просто естественным образом, внутри сообщества, которое на этой границе находится, начинает формироваться этика того, что делать хорошо, а что делать плохо. И со временем появляются новые поколения, которые живут в соответствии с этой самой этикой. Эта этика может оказаться работоспособной или неработоспособной. Если она оказывается неработоспособной, то появляется какое-то новое сообщество, которое со временем замещает эту этику какой-то другой, потому что она лучше для условий вот этой границы подходит в данный момент. Да? И вот, мне кажется, в вопросах дипфейков и прочей вообще симуляции реальности у нас будет происходить ровно это. У нас будут появляться новые какие-то реальности, они уже появляются. И в этих новых реальностях будет своя какая-то отдельная этика. Я в целом видела очень много разных применений искусственного интеллекта. Они всегда очень интересные. Понятно, что существует там распознавание текста, распознавание эмоций, распознавание по видео, по фото и так далее. Есть продукты, которые делают, не знаю, создают фикшн-муви, есть продукты, которые там с помощью распознавания мимики на лице делают какой-то предикшн и так далее. Это, не то, что это неожиданно. Есть какое-то, например, супер полезное, очень классное применение технологий искусственного интеллекта. Это для меня самое классное, это применение в медицине. Если по каким-то симптомам, например, там симптом-чекер определяет, чем человек заболел. Но мне кажется, одно из очень прикольных применений искусственного интеллекта, которое я видела, есть стартап Chai, CHAI. Эти ребята живут в Лондоне, и они делают платформу, которая делает prediction цены вообще на любой айтем, который ты продаешь. И это безумно помогает людям, которые продают вообще все, начиная, не знаю, там, от фабрики, здания, какого-то там устройства и так далее. То есть выкладываешь на платформу, и тебе искусственный интеллект говорит, продавай по столько. Вот. И никто его вроде бы не подговаривает. Вау! Ну что, вдохновились, испугались? Если вы хотите подробнее, окей. Пишите, в комментариях, кто вы, кем вы работаете, боитесь ли вы, что искусственный интеллект отнимет у вас работу, и все любые другие вопросы. И если у меня накопится 50 комментариев, то я вам запущу офигенный список курсов по искусственному интеллекту. Вообще самый топчик, который нужно изучить, чтобы вы просто буквально за пару месяцев так хоп и стали спецом. Время движется, шпионские птицы, острая усталость близкого ворона, равенство профессора, речка, смятая гладкими глазами. Славься, славься наружу, железная ересь.